Заехал в городок Сивас. Такой достаточно большой уже город. Вот даже это сразу не разберешься, куда ехать. Все эти знаки понатыканы. Как попало, правда. Вот. Но, в общем, большой городок. Единственное, что обратил внимание, последние, вот сколько я от Мерсина еду, не попалось ни одного города с обозначением количества жителей в этом городе. Почему-то. Не знаю, в чем дело. Как вот мы ехали через Конью, там все населенные пункты подписаны. Даже по Мердемле подписан город, сколько в нем жителей. А здесь вот ни один населенный пункт так не подписан. Вот, так что, какой этот город Сивас, сказать не могу. Ну вот, кстати, прикольно сделано. Мы едем по какой-то трассе такой, Д какая-то там она у них, Д200 или Д2. А справа-слева дороги городские, которые независимо от этой трассы, люди спокойно по своим делам едут, вопросы свои решают. И мы им не мешаем, и они нам не мешают. Очень, кстати, удобно сделано в этом смысле. Даже при том, что трасса проходит через город, трасса людям не мешает. Ладно. Дорога куда-то мне продолжает все вот вести через горы, красивые места, не знаю. Если есть возможность поехать в горы, в любые, поезжайте. Не пожалеете. Вот сколько видели мы разных мест горных, ни одно нам не понравилось. Все понравились. Ну, там уже из-за того, что мы много видели, можем там уже что-то сравнивать туда-сюда. Но, в общем, могу сказать, что все горы красивые. Ямка. Так что так. Очень, очень даже симпатично все это смотрится. Необычно. И я понимаю, что те люди, кто карабкаются наверх уже, ну, там, так сказать, со специальной альпинистской подготовкой, я думаю, что они еще больше красот наблюдают. Но это уже, сами понимаете, это уже сложно, там, спортивное, так сказать, надо иметь навыки и умения, чтобы это сделать. А вот просто проехать на машине по таким местам, хотя я думаю, где-то там и туры есть в эти места, очень даже классно, обалденно. Впереди еще Грузия меня ждет, военно-грузинская дорога, просто захватывает дух. Ладно, а мы вот в городок Сивас, а прям рядышком, буквально из окна наверняка у жителей видны горы. Ладно, едем и едем. Деваться некуда. А? Каково, а? Красота? Красота! Там внизу еще долина, смотрите какая, вот здесь вот рядышком. Сейчас я чуть выше ехал этой долины, уже на нее сверху смотрел. Вот какая-то... Не знаю, что здесь делают, но собачка вот вверху стоит, видимо, охраняется с собачками. Не заходи. Классно, красиво. Вот я еще немножко поднялся. Видите, что какие пошли у меня пейзажи. Вот он, снежок-то прям рядышком. Кстати, за окном 16 градусов, не критичный, надо сказать. Но снег прям вот он, близ дороги находится, буквально в метрах. Много снега, обратите внимание. Склоны все снежные. Дорога стала подниматься вверх еще, а то есть такие камни с этой стороны с зеленцой. Видимо, тут какая-то либо медь, либо что-то такое есть. Почему такой блеск они имеют, такой цвет, прошу прощения. Ну вот снежок, видите, поднялся уже повыше, и теперь пошел снег. Это я уже проехал Зару. Такой населенный пункт, интересно, называется Зара. Вот. Маленькие, узенькие дорожки. Вот единственное, где я немножечко плелся. Буквально минуты, наверное, 3. А потом опять пошла дорога. Вот такая. 2 туда полосы, 2 обратно. И снежок, видите, вот он продолжается. Край дороги идет. Как сказать, комфортно по-прежнему ехать. На движение мое это никак не влияет. Вот. Высотомера у меня никакого нет, а то бы посмотреть, какой мы сейчас, на какой высоте над уровнем моря. Но мы думаем, что будем еще подниматься, потому что вот дорога все вверх и вверх идет. Но так, не спеша. Она сперва, когда я к этому снегу подъехала, она была более, как сказать,
более резко стало набирать высоту. Ну, как это, набор пошел. А потом ничего, остановился, вроде пошло неспешно так. Видите, все. Лощинки такие, снегом покрыты вокруг. Еду, мне еще ехать что-то 4,5 часа приблизительно до Трабзона. Вон ведь какие там впереди еще более снежные вершины, чем здесь у меня. Классно. Ой. Красота. Я говорю, новые горы — это опять новые впечатления. Чуть-чуть проехал, и пошли вот такие снежные вершины. 16 градусов за окном, не увеличивается, не уменьшается температура, по-прежнему 16 градусов. Класс. Машин совсем мало, что-то стало прям. Сколько вот едем, я вам снимаю, одна только проехала, по-моему. Но навигатор вроде бы говорит, что все верно, нас ведет туда, куда надо. Здесь такая, как это, не знаю, ущелье назвать эту или что. Какая-то слякоть. Ну, классно, классно. Впечатлений уйма за эту поездку. Не жалею ни секунду. И я еще по-прежнему все еще помню, что впереди у меня будет военно-грузинская дорога, которая в прошлый раз нам очень понравилась. Прям красота. И вот тут первые куски пошли дороги, где какие-то выбоины бывают на дороге. Вот. Но они для езды вроде бы не мешают езде. Но вот единственное в Турции, где мы нашли такую неровность. Такие неровности. Достаточно много их. Вот. Класс. Смотрите, прям раз поднимаемся и прям гор все больше, больше. Класс. И вот немножко поднялись, опускаемся. Вот дорога, мы видим ее, куда она нас приведет сейчас. Класс. Эх, красота. Я проехал еще 357 километров. Осталось мне еще ехать 255 и 3,5 часа. Чуть больше, почти 4. 3,44. Осталось ехать. И я заехал, заправился. Опять на Опет я заезжаю. Вот. Заправка 20.04, по-моему, тут даже чуть дороже, чем предыдущие. Я заправился на 500 лир. Я подозреваю, что мне больше в Турции не надо будет заправляться. Я, скорее всего, с этим бензином смогу выехать. Или же чуть-чуть заправлюсь. Ну, в общем, видно будет. Вот. В Грузии вроде как бензин был дешевле. Вот, обновлю информацию, уточню. Тогда поеду дальше. Ну, от предыдущих гор я уехал, приехал к новым. Еду вдоль реки, она вот там внизу справа от меня кружит. А я еду поверху, здесь вот рядом с рекой с этой. Машин совсем-совсем мало. Я сперва думал, ну что-то как-то, блин, нет что ли прямых дорог. Как-то было, начал жалеть, что так меня отправила дорога. Навигатор, то есть по таким дорогам. А потом, говорю, классно же, смотрите, какие пейзажи интересные. Марсианские. Это похоже вот на военно-грузинскую. Там тоже едешь прям, эти камни прям над дорогой лежат прям в огромных количествах. Видно, они оттуда периодически скатываются еще. Вот здесь вот видите, укреплено чем-то. Река там внизу, вон блестит она чуть-чуть. Видно ее. Снежные вершины рядом. Это все я подъезжаю к Трабзону. И мне еще ехать 2.42, еще достаточно долго. Еще ехать и ехать. Еще края не видать. В навигаторе еще велюшек очень много-много-много. Хотя в километров 180 километров всего у меня осталось ехать в километрах. Но в велюшках очень долго. Ну, мне очень нравится. Красиво. Вот эти россыпи камней периодически то выше, то ниже, то такие, то синие, то зеленые, то какого-то синего оттенка были. В одном месте мосточек был на одну машину. Я что-то даже вообще не ожидал. Ехал. Потом уже когда к нему подлетел, там получается спуск такой еще долгий. И мосточек в одну машину. Я аж это... Спасибо, никого не было навстречу. А я так разогнался весело. И встретил одну российскую машину не так давно.
Первый раз вот встретил машину на ростовских номерах она. А вон там вот ущелье. Там какие-то населенные пункты небольшие есть. Даже не знаю, отсюда есть с этой дороги какой-то съезд к ним туда или нет. Потому что знаков никаких указывающих нет. Просто едешь, а внизу какие-то домики. Достаточно высоко там до воды, до реки место, я не знаю сколько, километров или метров, но высоко. Красота продолжается. Вот какие-то надписи появились: Ширан, Гюмюшане. Еще далеко до них, километраж большой. Снег, вот он прям рядышком с дорогой, смотрите. Протяни руку и можно взять снег. Но я, правда, не останавливался, не хочется мне останавливаться. Снег вот он очень много. Я долго еду вдоль снежных этих. У меня даже сопли появились от того, что я увидал снег. Не из того, что за окном плюс 8. Там вообще там сумасшедшие виды в ту сторону просто. В эту сторону тоже сумасшедшие, но здесь солнце светит. Сейчас мы как-нибудь разъедемся с солнышком. Просто шикарные виды последние несколько километров. Очень классно. И вот он, видите, он снег еще прям свеженький, подтаивает здесь еще, подтаивает. А там, видите, что творится? Там прям горы, косогоры, красота. Не знаю, я прям очень понравилась мне такая поездочка. Еще я не доехал, как говорится, до конечной. Еще 120 километров до Трабзона, до побережья Черноморского. Но мне очень нравится. Вот он снег, прям край дороги тает, он течет. Сейчас ночью-то его может прихватить, кстати. Хотя плюс 8, может, и не прихватит. Может, и не опустится ниже температуры. Класс, красиво. Такие горы прямо самделишные, как говорится, без дураков и каких-то там горочки. А прям ой-ой-ой. Здесь вот хорошо, везде все огорожено, все. Если где-то может какие-то, обсыпания происходить, они, значит, и от камня что-то тут пристроено, приделано. Классно. Горы опять, видите, какие впереди. Класс, красиво. Снежные горы. Очень много снега еще. А здесь лес. Ладно. Классно. Поделился чуть-чуть с вами горами. Ну что, продолжаем мой рассказ. Вчера уже я где-то 9, наверное, заселился в квартирку, которую арендовал на Airbnb. Сейчас скажу, 150 лир она мне обошлась. Ну, там плюс-минус 900 рублей получается. Пускай 1000. И, собственно, сразу лег спать. Это квартирка 1+1. Там даже покушать можно было приготовить. Но помыться я сделал, похлюстался и лег спать. Вот. В самом Трабзоне было темно, уже ничего не видно и пробки. А сегодня утром я выехал вот в сторону Батуми. Сейчас, кстати, удивило то, что в Трабзоне сегодня утром 4:30. Кстати, вечером было очень тепло, а сегодня 4:30 утра было на улице 25-26 градусов тепла. Это даже теплее, чем у нас там на Мерсине, на Средиземноморском побережье. И было очень тепло в квартире, хотя там батареи были, но они были выключены. В квартире очень тепло. И вечером тепло, и ночью вообще замечательно в этом отношении. Сейчас вот чуть попрохладнее, 16 градусов показывает. Но я уже далеко, я уже уехал где-то 150 километров от Трабзона. Мне еще вот 100 до Артвина, а потом еще не так далеко будет уже Батуми. Очень редко, кстати, пишут на знаках Батуми. Батум здесь его обозначают. В основном обозначены турецкие города. Ну, по-моему, крайний город к Грузии — Хопа.
называется. Так что, как будет хопа, мы приехали. Вот видите, Батум есть. Артвиль — это, по-моему, крайний район к Грузии тоже. В прошлом году там были эти наводнения. Многие его могут знать, название этого города. Вот. Так что едем. Машин очень мало, ехать очень комфортно. Рядом море, вот оно прям рядом, вот здесь вот. Чуть Черное море. Естественно, никаких купающихся там не наблюдается. Чайки в большом количестве здесь летают вдоль дороги и в море там плескаются. Так что осталось недалеко до Грузии. Я специально пораньше, 4:30 выехал из Трабзона, чтобы пораньше пройти турецко-грузинскую границу и потом, возможно, еще по-светлому успеть проехать грузинско-российскую границу. Вот. Так что стараемся так сделать. Едем в направлении, как говорится. Видите, дорога по-прежнему чистая, сухая, никакого даже дождя нет. Классно. В этом отношении все замечательно. Дорога вот 3 полосы сейчас идет. Кое-где 2 бывает, ну в основном 3. Тоннелей много освещенных. Вдоль моря здесь вообще нету ни одного кусочка горного участка, ни одного нет. Здесь все идет вот строго по плоскости. В этом смысле здесь комфортно ехать, прямо обалденно. Мы здесь уже проезжали в 2019 году. Единственное, мы в 2019 году ночевали в Самсуне, не в Трабзоне. Самсун — это чуть дальше, в сторону Стамбула, поэтому тоже побережью. И на Аланию ехать лучше через Самсун, а вот на Мерсин через Трабзон. Хотя есть какие-то еще другие пути там через Турцию. И есть даже выезд не через Трабзон, не через Батуми, вернее, вот так, не через Батуми выезд из Грузии в Турцию, а еще через другой переход пограничный, который чуть-чуть, как это сказать, восточнее находится, и к нему надо ехать через Боржоми, и потом этот переход и в Грузию, и заезжаем из Грузии в Турцию. Вот. Если кто интересно, посоставляйте в навигаторах эти маршруты, они вам покажут. Так, ну что, я приехал в Грузию. Все, я уже в Грузии. Вот они, флаги грузинские. Если видно вам, машины. Впереди вот едет с грузинскими номерами. Границу прошел достаточно быстро. Легковая машина была моя одна. Стояли грузовики, и они мне закрыли чуть проезд. Ничего не проверяли, ничего не делали. На пограничнике быстро все сделали. В принципе, замечаний вообще никаких нет. Время не засекал, ну и минут, может, 20 я пробыл на границе. Потому что, опять же, 2 пограничных этих КПП меня смотрели сперва. И смотрели так, подошли, просто откройте багажник, открыл. Посмотрели на мою коробку, там с вещами лежит. Закрывайте багажник. Потом в грузинскую сторону заехал, откройте багажник, открыл. Посмотрели, что там лежит. Ну, вещи. Посмотрели, закрывайте багажник. Короче, очень быстро прошел я. Все, я уже в Грузии. Сейчас посмотрю что-нибудь покушать. Какой-то памятник интересный. Вау. Короче, здесь уже сейчас надо смотреть. Время 7:30. Заправлю сейчас по грузинским ценам. Вроде раньше подешевле было бензин, чем в Турции. Мне бензина прям, я подливал, чтобы доехать. Я думал, вообще не доеду. По карте вроде бы хватало бензина, а по факту чуть-чуть не хватало. Я подливал. И я сейчас еду до заправки, во-первых, а потом где-то остановлюсь, что-нибудь покушать куплю. И вперед до следующей границы. Все, еду по Батуми, заправился по грузинским ценам, тут чуть подешевле. Остановился вот здесь, возле этого
ну, какой-то, как говорят, дворец Тамары. В общем, из такого, из темного камня сделанный огромный такой дворец. Мы в нем были. Единственное, я не помню, выкладывали мы видео из него или нет. Интересно там внутри. Там никаких таких прям супер-мега развлечений нет. Но, в общем, интересно. Старинное все, и нам понравилось. И плюс вот этот камень такой черный, туф или как он называется, я не знаю, ну, красиво. Необычно, знаете как, в этом смысле. Так. Тут уже Билайн активизировался. Мне сообщает, что я приехал в Грузию. Вот. Заправщик сказал на заправке, что вообще русских машин и вообще каких бы то ни было машин очень мало стало. И турецких тоже очень мало машин, потому что в Турции бензин дорого стоит. В общем, я не думаю, что Грузия от этого стала лучше жить, от того, что туристы перестали приезжать. Ну, в общем, как-то так. Не знаю, я хочу заехать на 5-10 минут на набережную выйти в Батуми. Нам душа здесь очень понравилась. Очень понравилась, классная, красивая набережная, при том, что мы там много где еще не были. Пойду остановлюсь на 10 минут и поеду дальше.